Линкоры. Когда-то эти корабли были воплощением мощи целых империй. Решения об их строительстве принимались монархами и премьер-министрами. А сегодня огневая мощь этих океанских монстров способна разместиться на грузовике, пусть даже и очень большом. Установка залпового огня «Смерч». Страшнее удара «Смерча» может быть только взрыв ядерного боеприпаса. Реактивная система залпового огня «Смерч». Гремучая помесь легендарной «Катюши» и самых современных тактических ракет. Венец эволюции и самый смертоносный представитель этого вида оружия. Ему нет равных ни по огневой мощи, ни по дальности и точности стрельбы. По крайней мере, пока. Первые установки «Смерч» поступили на вооружение в конце 80-х. По своим качествам они на голову превзошли предшественников. Знаменитые «Грады» и «Ураганы», которые десятилетиями наводили ужас на противника, не дотягивают и до половины возможностей «Смерча». При дальности стрельбы в 70 километров «Смерч» одним залпом накрывает 67 гектаров вражеской территории. Причем в зоне поражения уничтожается буквально все, в том числе железобетонные сооружения и танки. Реактивные системы залпового огня «Смерч», они являются как бы третьим поколением реактивных систем залпового огня. Это мощное современное оружие, которое разработано под солидные задачи, и находится в системе фронтовых комплектов ракетных войск и артиллерии. Самонаводящиеся ракеты – одно из главных достоинств «Смерча». Они способны точечно поражать удаленные и хорошо защищенные цели. Перед пуском командир расчета дает полетное задание каждой из 12 ракет. При подлете к цели головная часть 800-килограммовой ракеты раскрывается. Из нее выходят 72 боевых элемента. Снаряды «Смерча» падают под прямым углом, а не дугообразно, как у других систем. Противотанковые боеприпасы после выхода из кассеты начинают самостоятельный поиск цели. И, как утверждают специалисты, практически не оставляют шансов танкам, БТРам и самоходкам противника. В арсенале «Смерча» есть и объемно-детонирующие боеголовки. Кроме того, ракеты могут снаряжаться противопехотными или противотанковыми минами. Один залп, и обширная территория оказывается непроходимой для противника. Вы представляете, что когда выполняет задачу бригада, это море огня, район расположения противника. Поэтому помимо эффекта боевого, то есть разрушительного, что же еще большой психологический эффект, который на некоторое время он как бы выводит из строя и в сознании сеет страх, панику противника. Таким образом позволяет выполнить задачи нашим войскам и получить меньше потерь. Для систем залпового огня точность «Смерча» просто фантастическая. Круговое отклонение ракеты от цели составляет не более 150 метров. С учетом феноменальной кучности стрельбы это фактически в яблочко. Несмотря на внушительные габариты, «Смерч» весьма мобилен и требует минимум времени на подготовку стрельбы. 4 человека готовят его к бою всего 3 минуты. После удара «Смерч» может моментально свернуться и уйти из боевой позиции. На Западе так и не создали системы, равноценной «Смерчу». До его появления в НАТО считали, что 30-40 километров являются предельной дальностью для систем залпового огня. Американская установка МЛРС
в состоянии накрыть всего лишь 33 гектара на расстоянии, не превышающем 30 километров. По своим боевым характеристикам МЛРС приблизительно соответствует предшественнику «Смерча» — системе «Ураган». Начиная с 1993 года, «Смерч» продвигают на мировом рынке. Первой страной, которая закупила систему, стал Кувейт. Причем произошло это вскоре после освобождения этой страны от иракской оккупации.